Ребят, здравствуйте! Сегодня вместе с вами мы будем совершать полив вот этих орхидей, которые стоят у меня на кухонном окне и, соответственно, нуждаются в поливе. Здесь все уже орхидеи давным-давно адаптированные. Они не проблемные и не больные. Все хорошие, нормальные. Допустим, вот эта орхидея, ну, где-то, наверное, месяца 2 назад я ее перенесла с реанимационного окна, потому что всю адаптацию она прошла, все у нее хорошо, великолепно. Так, где еще? Эта орхидеечка тоже перешла с адаптационного окна. И вот это тоже. А остальные уже стоят здесь практически давно. В общем, давайте будем вместе с вами разбираться именно в поливе. Почему-то для многих, вот сколько бы я ни говорила об этом, возникает много вопросов. И даже зрители моего канала, вот недавно женщина мне скидывала фотографию, показывала, что орхидея теряет тургор. Ну вот представим, как будто такая же ситуация, как и у ее орхидеи, только там листья не начали морщиниться все. Ну и в итоге случилось так, что у нее обычно магазинная кора, есть кокосовые чипсы и был пролив. И такого орхидейки не хватает. Вот, ребят, как вы видите такую ситуацию сейчас, да, я тоже орхидею подзасушила, и мне ее необходимо полить. Как только я ей дам полив, она обязательно восстановит тургор. Также необходимо учитывать еще тот момент, какие орхидеи из этих у меня водохлебы. То есть их желательно постоянно содержать во влажной среде. Сейчас вам быстренько покажу, какие же это орхидейки. И у половины, наверное, это грунт мох. Вот эта орхидея буквально недавно у меня отцвела. И после того, как я ее пересадила, она начала вот хорошо наращивать корешочки с двух сторон. И полностью сидит, ну, 50% маха нового, 50% старого. Чувствует себя нормально. И остальные тоже. Вот орхидейка сидит в мху. Ладно, давайте перейдем именно к самому поливу. Как же понять, что они у меня хотят пить? Но вот до такой степени, чтобы довести орхидею, чтобы лист начал морщиниться, здесь, конечно, нужно постараться. Эта орхидейка у меня недавно после пересадки. В этом видео можете про нее посмотреть нормально. Посмотрите, вот такое состояние. Корешочки наращиваются. Листик также продолжает доращивать. Ну, конечно, признак того, что ей необходим полив, это морщинистый лист. И по весу горшок у нее достаточно легкий. Ребят, знаете, именно тоже можно сказать о том, что определитель полива – это состояние орхидеи. И также водохлебов мы вычисляем именно по состоянию листьев. Если орхидеям не хватает влаги, первый признак – это либо нехватка воды, либо корневая гниль, она болеет. Но здесь у нее все хорошо, нормально, адаптируется, приживается, корешочки не портит, а наоборот их наращивает. И, конечно, также по грунту можно видеть, что он у нее достаточно сухой, и корешочки они также серые. Я ее до сих пор еще не погружала, я ее пока проливаю. У меня вот здесь 2 емкости с водой, это обычная, а здесь биоактиватор роста, который я сейчас тестирую. Но давайте ей можно дать тоже этот биоактиватор, в принципе, ничего страшного. Орхидейка после пересадки, ей сейчас необходимо дать жизненные силы. Пока к этой орхидее я приспосабливаюсь, я ее изучаю. То есть не каждой орхидее нужен один и тот же полив, не знаю, один и тот же грунт. У всех все абсолютно индивидуально, так же, как и у нас, у людей. Вот сейчас, понаблюдая за ней, если я буду замечать, что вот такого пролива орхидеи не хватает, только тогда я буду уже ее погружать. Погружать имею полное право, потому что орхидейка сидит в грунте, это кора. Чтобы ускорить этот процесс, вот так по периметру увлажняю мох и наливаю водичку только лишь в поддон. И пусть пока стоит. Пусть пока стоит, напаивается, корешочки у нее пусть начинают зеленеть. Все, у нее полив завершился. Вот давайте перейдем к орхидейке, которая растет в мху. Сейчас также можно видеть, что корни
они у нее еще зеленоватые. Мох также сам по себе, он еще влажный, его, ребят, даже видно. И по весу это тоже определяем. Чувствую, что тяжеловатый, то есть орхидейка еще не до конца просохла. Следующую также. Орхидею можно полностью не доставать, а лишь по весу. Чувствую, что она тяжелая. Вот мох, давайте посмотрим. Вот это чувствую по весу. Она легкая. Но видно, что мох, ой, прям весь высох. И корни прям, ну ладно, корни серые, потому что они находятся здесь на поверхности. Вот этот нижний листик, я замечаю, что она маленько начинает его морщинить, потому что, ребят, засушила. И эту орхидейку можно пролить обычной водичкой. Вот такие посадки я просто наливаю им в уровень дренажного слоя. Видите, у меня здесь археата. И полностью наполняю. Как только вода начинает подниматься именно до уровня мха, еще даже, наверное, где-то можно налить на 1/3 именно самого мха. Все, только потом я прекращаю полив. Вот так. Вот видите, мох, ну даже не 1/3, еще меньше получилось. Он находится в воде. Но и также у нас здесь на археате останется вода, и она будет постепенно поднимать по верху, по самому мху. Все. Этого полива орхидейки достаточно. Давайте посмотрим именно вот эту орхидею, тоже грунт мох. По ощущениям, по весу она легкая. И также сразу смотрим грунт. Видим, что он сухой. Вот его прям видно. И корни у нее тоже сухие. Все, значит, у нее полив. Ребят, когда у вас орхидеи растут в мху, в коре еще ладно, но мох прям необходимо его просушивать. Иначе можете загноить корневую систему. Он очень долго держит влагу. Ей также я наливаю воды в поддон. У нее есть там дренажный уровень археата, где-то примерно 1 сантиметр. И у меня получается ровно вот этот поддончик, я ей всегда наливаю. Где-то минут за 5-10 она его выпивает. И все, больше я и не наливаю. Опять же, до полной просушки. Мох я стараюсь всегда просушивать. Вот прям всегда. И нормально. Они не гибнут от этого, но этим самым корневую тоже не гноят. Вот так снизу посмотрим. Вот столько водички. Но видно, что у нас сейчас уже уходит полный поддон. Вот, орхидея тоже в мху. Но знаете, именно по весу кажется, что наполовину где-то орхидейка увлажненная. Давайте смотреть, что с ее грунтом. Здесь у нее грунт также. Внизу дренажный уровень, это по типу закрытой системы. Я усаживала мох. И вижу, что археата, видите, она влажная. Значит, поливать еще не буду. Но мох его здесь нет. Мох он как будто бы здесь сухой. Но все равно я еще подожду, когда у меня просохнет археата, потому что, видите, часть корней растет именно внизу. И вот это испарение, влага, которая поднимается кверху, на данный момент орхидейки хватает. Далее, вот цветущая вот такая орхидея. Ее смотрю, но тоже по весу трогаю, тяжеленькая. Помните, ребят, вот в этом видео говорила вам про данный корешочек. Посмотрите, как он желтеет. В полив я сейчас орхидеи обязательно даю привикур, чтобы предотвратить гнилостный процесс. Эта орхидея в поливе не нуждается, она видно, что мокрая, увлажненная. У меня здесь несколько орхидей, которые с мхом. Но думаю, что в этот момент вам понятен. Также видно, что это орхидея политая, мох мокрый, корни увлажненные. Вот эту орхидейку нужно. Насколько я понимаю, она вообще водохлеб. По прошествию времени я ее вычислила. Все потому, что очень быстро она из мха потребляет влагу. У нее нет точки роста, и здесь нарастает деточка. Материнские корни портятся, конечно, местами. Но ничего, детка уже здесь значительно большая. По весне я ее буду уже пересаживать. Видим, что корешочки даже у материнского растения морщинятся. Конечно, до такого состояния орхидеи доводить не нужно. И мох у нее сухой. Листики морщинятся. А все потому, что я ее подзасушила. Конечно,
В качестве профилактики можно иногда орхидею подсушивать. Ничего страшного в этом нет. И содержа орхидеи в мху, ваша главная задача, сразу налью в поддон, не загноить корни, делать так, чтобы мох просыхал. Все, полностью поддон налила, орхидея сейчас попьет и достаточно. Знаете, как-то в комментариях мне задали такой интересный вопрос, но об этом я уже, конечно, говорила. Почему орхидея долгое время никак не адаптируется, то есть не наращивает корни, а листья они наращивали, да. Но, ребят, знаете, именно адаптация, это же не говорит о том, что должны прям расти корни. У меня 2 листика наросло за 4 месяца, что находится, но корня нет абсолютно нового ни одного. Я думаю, что просто-напросто у нее грунт заполонен корнями, и поэтому, видите, тоже подзасушила орхидею, корневая начинает морщиниться. И опять же, каждая орхидея на такие просушки, она реагирует по-разному. Вот какие они морщинистые, желательно не доводить до такого состояния. А листья при этом хорошие, упругие, нормально. Значит, эта орхидейка, она у меня не водохлеб. Я ее могу даже здесь полностью погрузить в воду. Но потом, конечно же, слить. Но лучше эту процедуру я сделаю в ванной комнате. Сейчас все те орхидеи, которые сидят в обычной стандартной посадке, я уже перенесу в ванную. И там методом погружения буду поливать. Вот эта орхидея выявила, что водохлеб, потому что методом погружения поливала этого недостаточно. И когда у нее было такое, что грунт сам по себе влажный, корни серые, но при этом она морщинила лист. Вот прям морщинила. Я-то всегда ориентировалась именно по состоянию грунта и говорила о том, что как грунт высохнет, обязательно поливайте. Но каждому оказывается абсолютно свое. И теперь я уже ориентирую орхидеи данные держу только лишь по корням. Как только они начинают у меня сереть, вот сейчас даже видно, что они серые, и я буду ее поливать. Если не дам сейчас воды, буквально дней через 5 орхидея начнет морщинить листья, при том, что грунт влажный. Здесь я стараюсь пролить только лишь верхний слой мха, и на данный момент я орхидею никогда уже не погружаю. Я ее содержу в болоте. То есть на дне циофлора, здесь видите, такой поддончик, она так интересно у меня стоит. Как только циофлора намыкает, погружается в воду, грунт начинает соприкасаться с водой, все, этого ей достаточно. Ей никаких погружений, оказывается, не нужно. И вот так орхидея будет находиться теперь на постоянной основе. Здесь воды, знаете, сколько? Ну, где-то 1 сантиметр примерно. И вода испарится отсюда в течение 4-5 дней. Циофлора будет увлажненная, и орхидея будет чувствовать себя прекрасно. Сразу же хочу вас предупредить о том, что если у вас холодные подоконники, вам такие процедуры содержания орхидеи в поддонах, притом еще в воде, ни в коем случае нельзя. Потому что температура, когда достигает ниже 15 градусов, у растения может упасть иммунитет, и они могут начать болеть. У меня сейчас вечернее время, полив всегда в такое время осуществляю, потому что с утра и в обед у меня времени нет. А лучше всего это делать до обеда, потому что у орхидей открываются устицы с обратной стороны, и они начинают дышать, они начинают потреблять все то, что им даете. И корневая система утром также она быстрее поглощает воду. Но если в вечернее время вы поливаете, ничего страшного в этом нет. Я свои орхидеи могу сейчас так поливать, потому что у меня на данный момент на подоконнике 22 градуса. Это вообще идеально. После того, как я вот так утеплила свои подоконники. В этом видео можете посмотреть. Но, ребят, если у вас холодное, то в вечернее время вы полили, и орхидейки вот прям вот такую вот политую, даже если буду погружать, я ее оставляю в помещении, то есть в ванной комнате, либо где-то на столе, но ни в коем случае. Вот так на подоконнике я их содержать не могу. Орхидея будет мерзнуть за ночь. Орхидея мокрая, корневая также мокрая, и она будет мерзнуть.
от чего и произойдет потом вот эта вот вся гниль. У этой орхидейки обычная стандартная посадка. И здесь я ее поливаю по грунту, определяю полив. Как и растет он у меня еле-еле в душотеле. С привикуром поливаю, потому что какой-то замечаю у нее заторможенный рост. Видите, листья у нее развиваются неправильно, то есть мельчают. Корневая система также развивается слабо, по миллиметру наростит, закуклит, наростит, закуклит. И решила, что, скорее всего, какая-то, возможно, в ней живет грибковость, которая также немножко проявляется по листу. Но наблюдаю, ничего не режу, ничего не оперирую, как это любят делать многие, а только лишь наблюдаю и в полив даю обязательно фунгицид. Корешочки наращивают, но вот этот корень уже убежал туда. Ну ладно, думаю, что пока ничего страшного. Вот орхидейка, которая сидит в закрытой системе. Она у меня на данный момент спит, отдыхает, потому что у нее нет роста активных корней. Корневая система ее спит полностью. И на такой момент я ни в коем случае орхидейке не даю никакие стимулирующие препараты, либо удобрения. Иначе тоже можно загубить, можно навредить. Даю обычную водичку по мере просыхания. Вот здесь я ориентируюсь у орхидеи только лишь по грунту. Я поняла, что она не водохлеб. Ей именно вот такого полива. Но здесь, так как закрытая система, есть, конечно, два способа полива для нее. Это либо полностью погружаете и сливаете воду, подержите 30 минут, если у вас орхиаты, либо оставляете водичку в поддоне. Увлажняю я только лишь уровень циафора, ну, буквально немножко захватывая орхиату. Все, ребят, такого полива ей хватает. И закрытая система ей нравится. Я ее пересаживала. Эта деточка выращена из пня. Ну, пня этого уже давно нету, а вот деточка нарастает. Но вот тоже из одного грунта, да, в другой грунт, из одной системы, да, в другую. Ну, вроде бы здесь она сейчас приживается. Но опять так как, ну, вот корешочек, правда, активный есть. Так как сейчас зима, я думаю, что по весне она лучше пойдет в рост. А пока она отдыхает и набирается сил. Вот орхидея, которая начнет цвести. Посмотрите, кстати, ребят, вот прямо сейчас я вам сделаю вот такой вот обзор, хотела записать, и как раз будет в тему. Видите, подсветка? Обычный светодиодный светильник. В этом видео можете про него посмотреть. Орхидея, вот как она изначально стоит, вот так она у меня и стояла. Но сейчас я маленько изменила угол наклона, потому что, смотрите, если я внутри горшка выставляю ее прямо, я сейчас поставила в наклон, цветонос сам по себе, он начинает упираться в лампу. Ну, ребят, здесь у меня скотч, я отдирать не буду, ладно. Некрасиво так маленько, но ничего. Посмотрите, куда она тянется. Он, точнее, цветонос тянется к лампе. Он не тянется в сторону улицы. Вот. Он тянется в сторону лампы. Он чувствует именно вот этот цвет, который исходит от лампы. Орхидейку все устраивает. Вот так вот она прям загнула его сюда. И вот этот цветонос, который есть еще один, он также растет кверху. Он тянется именно к самой лампе. Он не растет куда-то в сторону. Когда у меня до этого не было светильника, а было просто лишь солнце, которого у нас крайне мало, то у меня все цветоносики, они вот прям тянулись туда, в сторону улицы. А эти нет, эти прямо и тянутся именно к светильнику. Так что рекомендую обычные, дешевые, простые светодиодные светильники. Сейчас опять немножко поставлю орхидейку в наклон, чтобы выправить ей рост цветоноса, чтобы она сейчас назад пошла туда, тянуться именно к светильнику, и цветонос был намного прямее и красивее. Эта орхидейка, ребят, у меня водохлеб. Она сидит в обычной стандартной посадке. Сейчас аккуратненько достану, вот вам покажу. Сколько ее не поливай, как ее не содержи, она все время хочет пить. Но с другой стороны, ситуация именно такая, что внутри посадки огромное количество корневой системы. Чем больше корней и меньше грунта, тем чаще приходится нам их поливать. И поэтому я решила содержать ее именно в двойном горшке, чтобы хоть как-то внутри грунта задерживать влагу, а иначе мне приходилось чуть ли не каждые 3 дня поливать ее, и у нее корни также морщинились. Поливаю я ее по периметру методом пролива. Проливаю хорошенечко вот этот вот мох.
Кстати, ребят, тоже чуть не забыла сказать. Вот эту вот посадку орхидеи магазинная. Я до сих пор ее оттуда не пересаживала, потому что показаний для этого нет. Но тогда еще не было, корни у меня не нарастали. Была подарена мужем где-то примерно по осени. Ну и все, я жду этого момента. Вот сейчас, конечно, она у меня процветет, там как раз начнется весна, и, наверное, на период ее покоя, ну, то есть, когда корешочек будет активно, орхидея цвести не будет, я ее пересажу обязательно, потому что места здесь уже нету. У вас, если в грунте есть и присутствует торфстакан, вы ни в коем случае не должны именно вот так вот, как я сейчас лью воду. Так, ребят, делать нельзя. Иначе торфстакан у вас намокнет и начнет гнить ствол, начнет гнить корневая. Если у вас торфяной стакан присутствует, вы поливаете орхидейку примерно вот так. В поддончик налили, вся корневая позеленела, намокла, все. Остальное сливаете, ни в коем случае нельзя погружать. Вот сейчас видно, что водичка уже набралась. Все, вот так вот оставляю, и она у меня будет содержаться. Тоже где-то примерно за неделю, и вода уже в половину исчезнет. И начинаю опять подливать. Вижу, корни серые, вода ушла. Все, осуществляю полив. Вот данная орхидея, которая поняла, что она также является водохлебом. Посмотрите, содержу тоже в двойном горшке, потому что сидит в обычной посадке. И просто так содержать мне ее сложно, потому что часто приходится поливать. Когда ставим горшок-горшок, но сокращаем время полива. Если у вас орхидейка, вот, ну вот как, допустим, такая, и она не нуждается в частых поливах, то содержать тоже в каких-то двойных горшках, ну, лишний раз не стоит. И, конечно, в первое время нужно понимать орхидею. То ли ей нужно много воды, то ли ей хватает обычного погружения. Вот смотрите, вроде бы водичка есть, да? И давайте глянем на ее корневую систему. Корневая система у нее на данный момент сухая. И также я вижу, что корни они сухие, грунт сухой. И по весу она тоже у меня легкая. И полив, ребят, я буду совершать у орхидеи точно так же, как у предыдущей. Проливаю верхний слой мха. Сейчас вот видно, что он у меня черненький, засолился. И вот корни тоже вот такие коричневые. Видите, хорошенький, светленький, серенький. Это нормальный корень. А это, но я бы не сказала, что больной, это просто он засоленный. Потому что так на поверхность льешь, когда какие-то препараты, да даже если вы воду используете из-под крана, то может случиться именно так, что вода из-под крана хлорированная. Все эти примеси соли, они, конечно, содержатся в воде и потом в будущем мешают нормальному росту орхидей. Берите, как в моем случае, воду профильтрованную, прокипяченную. Можете брать отстойную, но я воду уже не отстаиваю, я именно кипячу либо фильтрую. И водички сколько же необходимо. Вот столько будет мало. Наливаю еще. И, ребят, если у вас холодные подоконники, лучше всего такую орхидею полностью замачивать. Ну, придется это делать, конечно, почаще, но ни в коем случае не старайтесь воду оставлять здесь на постоянку. Это постоянные холода, вода будет морозная, и вы просто-напросто загубите. И вот так где-то примерно тоже в сантиметр-полтора. Все, я ее оставляю. Корешочки есть. Они будут поднимать влагу от одного корня к другому за счет веломена, поднимать, и корневая система у нее увлажнится полностью. В полив я ей ничего давать не буду, потому что, видите, такая система, что корневая, она закуклилась. Вот есть рост, есть местами все равно корешочки там-сям активная, но не настолько, как хотелось бы. И она, орхидея, у меня, знаете, ну, как сказать, в полусонном, наверное, таком состоянии, потому что процентов только лишь 20, даже 15 это растущая корневая, а все остальное это спящее. И на такой момент, ну, не нужно орхидеям ничего давать, они не будут это потреблять и усваивать. Хорошее именно потребление идет ровно тогда, когда у вас активные корни. Но если вот в таком состоянии, вот в спящем, все, видите, пипочка, она неактивна, она там вот закуклилась. Оно накапливается все на корнях, все удобрения, все стимуляторы и начинает портить, начинает гнить. Потом начинаются вопросы, а что случилось, я же вот все правильно делала. Видите, вот растущий корень. Если была бы процентов, наверное, ну даже 50,
в идеале там 70 активны, тогда еще можно было бы что-то ей дать. Нет, на данный момент пусть отдыхает. Сейчас начнется как раз-таки весна, и наберется сил, отдохнувшая, как выдаст мне какой-нибудь новый цветонос. Это орхидея сорта Будда. Надеюсь, что так и процветет. Кстати, хочу тоже вам, смотрите, какую картину интересную показать. Буквально недавно я заметила вот что на листах. Он, знаете, как будто бы идет, ну, наверное, тоже, да, вот можно сказать, что с морщинками. Она изначально так лист свой начала наращивать. На просвет вот так вот будет видно. При этом цвет у листа, ну, немножко изменен, но это характерно этой орхидейке, потому что, видите, у нее по краям именно фиолетовый окрас идет у самого листа. С обратной стороны также видим, что он не зеленый, а именно фиолетовый, потому что сорт у орхидеи такой. Ну и здесь она именно вот так процвела. Я бы не сказала, что это какое-то вирусное заболевание, там что-то еще, кругов каких-то нет, но вот именно, что вот так вот лист заморщинился. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что это может быть. Я, конечно, сильно в это не вдавалась, но первый раз с таким встречаюсь. Может быть, вы сталкивались. Может, что-то ей не хватает. Каких-то микро, макроэлементов, там железа, магния и все такое. Поспособствуйте, пожалуйста, посмотрите эту информацию и помогите мне разобраться. Думаю, что вот этот полив на этом окне вам понятен. Перейдем сейчас на следующее окно. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Вот, ребят, не так давно я вам тут мельком показывала вот эту орхидею сорта Little Zebra. Вы знаете, вот дурак человек, вот реально, вот никак больше про себя не могу сказать. Почему? Видите, насколько у орхидеи был морщинистый лист. Вот это все глубокие морщины. Когда она, орхидейка, либо хочет пить, либо портится корневая, они, конечно же, начинают морщинить. Уже тоже вам даже в этом видео показывала. Но не суть. Суть-то именно в том, что также нету точки роста, также наращивается деточка. Даже сама деточка начала тоже листики местами морщинить. Сейчас на ощупь все твердо, все прекрасно. Даже у мамки уши, так скажем, стоят. Листики, они торчком. Наверное, 2 года мучила ее, вот прям вот никак иначе не могу сказать. Стыдно, конечно, перед данной орхидеей. И учитывайте обязательно мои ошибки. Почему мучила? А потому что я не давала ей полива должного. Я ее лишний раз. Ну вот, знаете, как правильно сказать? Я не скажу, что мне не нравится этот сорт. И не скажу, что она какая-то вот прям некрасивая. Но есть такие орхидеи, которые мы имеем свойство недолюбить. Вот прям могу в этом признаться. Данная орхидея являлась таковой. Почему? Потому что мне не нравилось, что вот я тебя поливаю, я тебя погружаю, я тебе лишний раз воды в поддон даю. Вот какого тебе надо? Почему ты у меня не хочешь восстанавливать тургор? Я думала, что я ее буду уже пересаживать, там что-то какие-то манипуляции над ней проводить. Но, ребят, свершилось чудо. Корневая система, она вот здесь, конечно, живет, орхидея наращивает детку с помощью только лишь своих корней. Точнее, материнских. Ну, здесь только вижу, видимо, там только вот этих 2 корня, и все. Листик новый нарастает. Кстати, сейчас тоже необходимо полить, потому что видно, что у орхидеи грунт суховатый. Также вот циофлорка, даже которая есть, она сухая. Корни сухие. Давайте-ка вместе с вами сейчас ее тоже прольем. Опять же, не даю никаких стимулирующих препаратов, фунгицидов не даю. Зачем? Для чего лишний раз тоже их чем-то здесь пичкать? Просто обычной водички. Даже циофлора у меня здесь, она подсохла. Ребята, я ее просто это время, эти года, как она выжила, я не понимаю. Она, видимо, до того сильный сорт, что она хотела пить. И я вот по дурости своей почему-то я считала, ну знаете, вот тоже опыт приходит с годами, и вот эти все наблюдения, это тоже нужно иметь, уметь за ними наблюдать. И мне как-то особо не было интереса вот вникать вот в это, да, вот относительно недавно я стала понимать, какой орхидее нужен полив. Кому нужно погружение, кому нужен двойные горшки, полив в поддон и все такое. Обязательно, если вы хотите орхидеи свои выращивать правильно, наблюдайте за ними, наблюдайте. Как только, вот я вот прям психанула, думаю, вот тебя, подруга, я пересажу. Детку отделять я не могу, потому что корней их там абсолютно нет. Вот есть какие-то маленькие пипочки. Она их нарастить-то путем не могла, потому что не было
должного количества воды, за счет которой она должна была расти. Думаю, ладно, посажу-ка я тебя, наверное, вот тоже, вот как эту орхидею, сидит, то листья морщинит, то какой-то ерундой мается. И посадила ее вот так вот. Вот они две. Растут почти одинаково, только это в двойном горшке, но можно было бы и в поддон поставить, ничего страшного нет. И она ожила, она моментально начала наращивать тургор у листа, вот прям, знаете, одного содержания. Там сколько, ну вот я просодержала ее, наверное, дня 3-4 в этой воде, в этом болоте. Честно признаюсь, этого болота я, ребята, боялась. А все лишь потому, что ранее у меня были холодные подоконники, я знала, что нельзя так содержать. И найти выход я не могла, да, и в то время тоже особо не хотела, мне было не до орхидей. Теперь все, тямы хватило. Орхидею содержу только лишь вот так. Тоже вода уходит, немного подсохла, опять наливаю. Оказывается, она водохлеб. Вот в чем дело. Сразу, моментально все восстановилось. Тургор пошел, орхидея чувствуется. Надо было сфотографировать. Вообще надо было видео, конечно, про нее записать. Но ладно, что уж делаешь. Видно вот эти все последствия, ребята, они не исправятся. Вот эти морщины глубокие, они так и будут. Сколько уж могла, орхидея, конечно, тургор свой восстановила. Поэтому вывод делайте такой. Если не хватает вот на протяжении долгого времени, тургор теряется, при этом корневая хорошая, при этом грунт увлажненный, а тургор теряется все равно, значит она водохлеб. А если же ей хватает обычного полива, как вот с этой орхидеей, я даже могу ее засушить, а ей вообще будет все равно. У нее грунт сухой, у нее корни серые, у нее листья упругие. Значит, ей такого полива хватает. Значит, ей даже в закрытую систему я не советую садить. Был, ребят, совсем недавно такой интересный случай. Давайте представим, что это хорошая, нормальная орхидея. Ее пришли у меня купить, и как-то вообще не глядя, говорят о том, что я орхидею буду пересаживать в закрытую систему. Просто так, да, в закрытую систему тоже лишний раз я бы не советовала пересаживать. Вот эту орхидею я могу пересадить, потому что у нее нормально активная корневая. Она себя показала, что вот даже она сейчас сидит по типу закрытой системы, и ее все устраивает. А есть, ребят, определенные сорта орхидей, которые не любят сильную влажность, не любят сильный полив. Им нужно что-то дать минимально, обязательно. Вот вы принесли орхидейку новую домой. Вы ее сначала адаптируете к домашним условиям, посмотрите, не портит ли корни, хороший ли процесс идет наращивания корневой системы, сколько она потребляет воды. И за это время, за момент адаптации, вы с ней, по крайней мере, познакомитесь, вы будете знать, какой полив ей необходим. Вот какие-то орхидеи, да, вот даже в мху, вот это ладно, что она цветущая, но может быть и сорт такой моментально влагу выпивает. Значит, я в будущем могу посадить по типу закрытой системы, а есть такие орхидеи у меня в мху, которые даже, наверное, раз в 3 недели нужно поливать. Какие-то раз в неделю. Вот те, которые раз в неделю, которые чаще, их можно усадить по типу закрытой системы. Поэтому сначала познакомьтесь с орхидейкой, узнайте, какова же она есть на самом деле, лишь только потом принимайте выводы о пересадке. Это, ребят, у меня окно в зале. Здесь в основном орхидеи, которые мне необходимо погружать. Есть, конечно, и которые растут в мху, но в основе это именно погружение. Давайте я вам быстренько покажу. Здесь смысла что-то сильно рассказывать особо нет. Вот эту орхидею сорта черная жемчужина, кстати, посмотрите, тоже наращивает цветоносик, и также она гонит его в сторону светильника. Значит, свет хороший, они его чувствуют и к нему тянутся. И также видно, что из боковых почек нарастает еще цветоносы. Вот цветонос. Это орхидейка мультифлора. Как я определяю у нее полив? Я беру горшок и по весу. Вот сейчас чувствую, что горшок тяжелый. Соответственно, я ее поливать не буду. Вот эта орхидейка у меня тоже идет погружением. Здесь обычная посадка в орхиату. Также сейчас чувствую, что горшок у нее тяжелый. Вот здесь у меня сидит орхидея водохлеб. Я ее вычислила относительно недавно. По тем признакам, что сидя во влажной среде в мокром грунте, у нее корни, когда сереют и вот так вот, видите, вот морщинятся. Хотя грунт влажный, он мокрый, его видно, что грунт черный, увлажненный, а корни начинают морщинить.
Это вообще прям такой нереальный водохлеб. И теперь я ее, хотя сидит по типу закрытой системы, стараюсь постоянно содержать именно во влажной среде. Как только я замечаю, что корни у нее сереют, поливаю. Это сейчас я тоже упустила, вот долго шла к этому видео, нужно было их пораньше полить, но мне же нужно для вас записать и вам показать. Думаю, что эта тема вам интересна, вы обязательно мне об этом напишите в комментариях. И подзасушила маленечко дня на 3. Ну ладно, думаю, орхидейка на меня не будет в обиде. Ее я также по краю, по периметру проливаю. Даже здесь побольше налила. Вот он, дренажный уровень. Нет, в принципе, нормально. Где-то сантиметр грунта. Все. Эта орхидея была мне отдана. Буквально тоже недавно я выяснила, что она является водохлебом. Она сидит по типу обычной посадки. Там у нее на дне отверстие. Я ее стараюсь также содержать во влажной среде. Я ей сверху грунт проливаю и оставляю в уровне дренажного слоя, именно в поддоне. Этот полив, да, называется в поддон. Просто проливаем верхний слой. И далее корни равномерно распределяют влагу по грунту. Когда у нее корни сереют, при этом грунт влажный, она все равно начинает терять тургор. Вот видите, водички вот так налила, вот там дренажный уровень и где-то в 1 сантиметр. Есть у меня вот такая орхидея сорта грейпфрут, которая растет и цветет бабочкой. И у нее сейчас случилась вот такая мутация. Она у меня сидит в мху. Я ее адаптировала все. Ой, грунт-то какой сухой. Совсем напрочь. Также видно, что корни сухие, грунт сухой. И, конечно же, поливаю. Именно такие орхидейки и вот в таком небольшом объеме я стараюсь увлажнять грунт на 1/3. Все, больше не нужно. 1/3 именно от составляющего. Делим на 3 части, где-то примерно вот так. Далее мох равномерно распределяется. Больше полива ей не нужно. Хочу вам сразу сделать обзор на моего чармера, который буквально недавно расцвел. Посмотрите, ребят, какой красавец. Чем он мне нравится, я от него отказываться ни в коем случае не собираюсь. Он окрас свой не теряет. Я столкнулась с таким сортом, как попугая орхидея. Мне не понравилось. Он изначально цветет ярко-ярко, а потом он начинает выцветать. Растет и живет в закрытой системе, и все его устраивает. Будет 4 цветочка. И вот такая красота распускается. Вот, ребят, тоже орхидея, которую мне необходимо сейчас полить. Это орхидея сорта Балбина. В очередной раз тоже убеждаюсь, что она водохлеб. Посмотрите, тургор теряет. Вот тоже 3 дня где-то я ее не дополила. Нужно было полить раньше. Посмотрите, какой у нее влажный грунт. Вот это все, что темное, это все влажно. Он практически доверху влажный. Даже низ мокрый, черный. А корни серые. И когда корни начинают сереть, при том, что грунт влажный, ей такого полива не хватает. Ей нужно, чтобы у нее было болото. Я думала иногда, что, ну, может быть, да, где-то я там преувеличиваю, что я тебя содержу в болоте. А нет. Как только начала именно в этой влажной среде орхидейку содержать, она у меня воспряла духом. Она прям все листья торчком. Это бывшая реанимационная. Я ее спасала прям, скажем, с нуля. Теперь все хорошо, адаптируется, наращивает корешочки и очень всегда хочет и просит пить. Здесь в ее закрытой системе нет никакого дренажного уровня, есть только просто лишь кора. В таком болоте я ее буду содержать, и ей это, ребят, нравится. Корни она не портит, ничего она не гноит, а даже еще наращивает. И буквально, ну, наверное, уже к утру тургор свой она восстановит. Вот там вдали в уголочке сидит вот такая вот орхидеечка по типу закрытой системы. Она, кстати, не водохлеб, нет. Тот полив, который у нее есть, ее все устраивает. У нее полив я определяю, ребят, только по грунту. Корни, когда становятся серыми, это уже в конце, когда вода практически полностью испарится. И такого полива ей достаточно. Именно ее я не стараюсь содержать вот в этом болоте
как ее соседку во влажной среде. Грунт просыхает, я ей опять водички подливаю. Вот здесь в глубине я нашла орхидею, которая у меня растет в мху. И также можно видеть, что грунт весь сухой, корневая сухая. И видите, листья у нее упали вниз. Также по весу очень легкая. Ребят, вот такое я с орхидеями, которые растут в мху, практикую. С одной стороны, это им обязательно нужно делать. Но, конечно, в особенности для тех, кто не цветет. Цветущие орхидеи лучше всего на просушку не ставьте, иначе быстро отцветают. А для мха это полезно, потому что корневая система все равно должна дышать. И для каких-то орхидей свойственно жить в болоте, а для каких-то орхидей нет. И я думаю, что вот эту вот орхидейку я в будущем буду усаживать по типу закрытой системы, потому что также часто мне приходится ее поливать. Буквально вот столько вот. Увлажняю тоже низ слой мха. И все. Ставлю орхидею на прежнее место. Про каждую из них я показывать не буду, смысла в этом абсолютно нет, но думаю, что понятно. Вот также вот орхидея у меня водохлеб. Я тоже, давайте посмотрим, пошла уже поливать, почему мне нужно ее поливать. У нее корни серые. Как только они начинают сереть, орхидея со временем начинает терять тургор. Хотя горшок по весу тяжелый и грунт у нее увлажненный. Но поверьте мне, что буквально еще дня 3 и орхидея будет терять тургор. Пока я хожу здесь полив, также ей по периметру наливаю водички и стараюсь, чтобы вода у меня не попала на шею, на листья, вот в эти пазухи. Водичкой наливаю в уровень дренажного слоя. Если его нет, но обычно я стараюсь в такие посадки, в двойные горшки, делать именно второй уровень дренажный. Вот столько вот будет достаточно. Даже много я налила. Можно в половину сделать меньше. Ну ладно, потом отолью. И, ребят, в заключение думаю, что смысл полива вам понятен. Орхидеи в обычной стандартной посадке я ношу в ванную, погружаю. Полив у них определяет только лишь по коре. Вот даже сейчас у этой орхидеи видно, что корни зеленые. Значит, я еще ее не поливаю. Ну, где-то вот буквально больше, чем половина просохла, только лишь немножко на дне остается. Но все равно, пока не поливаю, корешочки зеленые, низ грунта он увлажненный. И это я проделываю с каждой орхидеей, которая растет в стандартной посадке. Ориентируюсь только лишь по цвету грунта. И такого им полива хватает. Если орхидеи, которые растут в мху, определяю у них по весу горшка. Если у меня орхидея в закрытой системе, вот это и это, здесь уже определяю, водохлеб она, либо нет. Вот это любит жить в болоте, а у этой определяю полив только лишь по цвету грунта. Ну и вот такая вот ситуация. Смотрим также, кто из них водохлеб, кто из них может и спокойно переживать засуху. Начинают корневую морщинить, лист морщинит, и это говорит о том, что орхидея водохлеб, необходимо давать ей больше воды. Пусть видео получилось, ребят, затяжное, но все эти моменты необходимо проговаривать. Иначе опять будет непонятен момент полива и будет возникать много вопросов. Думаю, что я вам смогла максимально все рассказать. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока.